Я обещал и исполняю свое обещание. Но вы тоже обещали мне подписаться, поставить лайк, написать комментарий, что вам интересно, о чем еще рассказать. И расшарьте это видео, потому что я надеюсь, оно будет огненное. Я вам расскажу о нашей любимой теме. Почта. Работа почта. Постараюсь, есть много что сказать, но постараюсь кратко. Первое. Работа почты Бельгии. На день рождения дочки я хотел отправить подарок. Ей хотелось малиновые джинсы. Ребенку тогда было на 10 лет меньше, ей хотелось малиновые джинсы. Я купил ей малиновые джинсы и решил, замечу, речь идет в 2015 году. Решил ей отправить из пригорода Брюсселя эти джинсы в Краснодар. Пришел на почту, почтальона звали Фатима, бланк для отправления на французском языке. Я ее спрашиваю, что здесь отметить, чтобы ушло вот такой адрес, вот получатель, моя дочка, внутри одежда. Как оформить этот бланк, чтобы отправить? Она мне помогла, поставила там, где, я в 2015 году достаточно говорил по-французски, чтобы задать этот вопрос и понять ответ. Она поставила галочки, по-моему, кстати говоря, она по-английски говорила чуть-чуть. Поставили эти галочки, заполнила этот бланк, форму, и она, значит, его примотала к коробке такой небольшой, по-моему, она там до килограмма была с джинсами и с чем-то еще. Шоколад какой-то, бельгийский шоколад же, да. День рождения у дочки все-таки. У меня трекинг номер. Я как сейчас помню, я заплатил почти 50 евро за эту отправку. То есть дело было, конечно, не в самих джинсах, а в том, что я проявляю внимание к дочке и к дню рождения заранее отправляю ей, там, по-моему, за 3 недели отправляю ей этот подарок. То есть дело во внимании, не в самом предмете, который там придет. В том, что папа помнит. Вот этот трекинг номер. Я смотрю, значит, посылочка вылетела из пригорода Брюсселя. И вижу, она так путешествует вокруг Брюсселя, едет, куда-то там заехала, еще куда-то. И потом возвращается в течение недели в место отправления. Иду туда, с трекинг номером. Уже нашел начальника отделения. Спрашиваю, а что случилось? Почему посылка-то вернулась? Так мы-ка, она говорит, поразбирались, таможня ее не выпустила, Россия под санкциями. Одежда, джинсы, шоколад под санкциями. А вот вы здесь галочку не поставили, и вы не заявили, что вы хотите таможенной очистки. А раз вы не заявили, что хотите таможенной очистки, то ее и не сделали, и поэтому никогда никуда ее не отправили. И там же это же Фатима сидит, и я пытаюсь объяснить, что, ребята, je ne sais pas, я не знаю, я же спрашивал, что, куда, как. Я понятия не имею, и никто из вас понятия не имеет, как, допустим, в Испании, или в Бельгии, или во Франции оформлять эти почтовые отправления, учитывая какие-то там санкционные режимы, их правила и все такое. Все нормальные люди спрашивают почтового сотрудника, что где поставить, чтобы это все дошло до места. Конечно же, я не против был таможенной очистки. Я не против был того, чтобы вообще эту посылку вскрыли, посмотрели, что там джинсы, какие-то мальчики, как сейчас помню, и шоколад, и все. Что тут санкционного? Вроде шоколад в 2015 году не был санкционным. Короче говоря, почта Бельгии встала в позу. Это начальница. Фатима, кстати говоря, признала свою ошибку. Она признала, что она виновата, что она не помнила или не захотела вспомнить,
что Россия под санкциями, поэтому обязательно, 2015 год, обязательно нужно там проводить таможенную чистку. Она признала свою ошибку. И я, как человек, который не только вам рассказывает о том, как надо бороться за свои права, но и сам борется каждый день за свои права, я долбил эту почту Бельгии во все дыхательно-пихательные. Вот буквально, я просто не слезал с этого почтового отделения. Я звонил на какие-то линии поддержки, где на французском и на фламандском языке, то есть на голландском. Мне предлагали, типа, выбрать линию поддержки. Кстати, вот вам лайфхак. Если вы в Бельгии, а там 3 официальных языка, французский, фламандский, то есть он же диалект голландского языка, и немецкий, 3 государственных языка. Если вам нужно поговорить по-английски, выбирайте всегда, что вам нужна голландская линия поддержки. Потому что фламандцы, они обижаются их голландцами называть, но, наверное, если белорусов обзывать русскими, то они тоже обидятся. Ну вот фламандцы обижаются. Так вот, фламандцы, они говорят в большинстве случаев на английском. То есть, если вы берете фламандскую линию поддержки, вам попросите говорить по-английски, вам ответят. Если вы выберете франкоязычную, скорее всего, там придется говорить по-французски. В общем, я добился. В течение 2 месяцев я добился того, что почта Бельгии вернула мне, по-моему, 27 евро из тех почти, по-моему, 46 я заплатил. Вот, почти 50. А остальные 20, они сказали, ну мы же ее тебя провезли вокруг Брюсселя по кругу и вернули. Мы типа тебе услугу оказали, но не полностью. Поэтому, сорян, чувак, вот 20 мы зажали. Такая история с почтой Бельгии. Поэтому будьте внимательны. К сожалению, то, что по-русски называется, крепок задним умом. То есть на своих ошибках учусь. Теперь я, конечно, знаю, что если ты что-то отправляешь почтой, ты 100-500 раз должен перепроверить, что там все оформлено в соответствии с их текущими правилами. И поймите, они, вот эти почтальоны, которые там сидят, как сотрудники ровно курьерской службы какой-нибудь, типа вот этой топ-парсел, которая мне обещала, ничего не исполнила. Эти все люди, они на работе, они все должностные лица, они вам ничего не должны. Они должны своему начальству, непосредственному начальнику, ну там или где-то еще высоко в небе. Они то, что вам обещают, ничего вам не должны. Вы потом можете до посинения, как я с этой почтой Бельгии, из принципа я пытался им доказать, что я со своей стороны сделал все, что мог. Я спросил, как правильно оформить. Я в соответствии с указаниями это все дело оформил, заплатил столько, сколько вы попросили. Какие ко мне претензии? Почему я должен знать, какие у вас текущие правила? Ну, вообще странно ожидать, что человек, тем более иностранец, знает, как нужно отправлять посылки в Россию из Бельгии. Ну ладно. Имейте в виду, вот, что почтальонам, вообще к любым чиновникам, любым сотрудникам курьерских служб нужно относиться как к чиновникам. То есть перепроверять их слова. Вот. Вы же помните, что доверять никому нельзя. Но мне можно. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь. Оставьте комментарий, кому еще вы доверяете, помимо меня. Вот, и расшарьте. Отправьте своим друзьям в Бельгию. Отправьте друзьям, которые собираются в Бельгию поехать, что если они хотят техподдержку Бельгии, а ее там нету на английском по умолчанию, то переключайтесь на голландскую линию. С вероятностью 99% вам там помогут на английском языке. Все, всем пока.